Привет, мои дорогие сестры! Мы с вами сейчас погадаем на такую важную тему, но коротко сделаем. Посмотрим, от магии и колдовства ли ваша какая-то определенная болезнь? Вы загадаете на какую-то определенную карту свою определенную какую-то болезнь. И мы с вами посмотрим, от колдовства или нет. То есть стоит ли делать, например, ритуалы какие-то, или не стоит делать ритуалы именно на эту болезнь, для того, чтобы от нее избавиться. Может, вы хотите обратиться к кому-нибудь, к целителю, к мастеру какому-то. Выбирайте, пожалуйста, вариант первый, второй, третий, четвертый. Загадайте именно какую-то свою болезнь определенную, да, от чего вы мучаетесь, да, или то, что вот вам неприятно. И давайте посмотрим, от магии и колдовства ли ваша болезнь. И может я вам здесь еще и расскажу, как от этого можно избавиться. Ну, посмотрим, что на Таро будет выпадать. Но я всем советую, девочки, во-первых, обращаться к врачам. Есть, вот смотрите, врачи, они такие. Вы к ним пришли, они вас видят первый раз, и, возможно, вы никогда не вернетесь. Но когда вы говорите врачу, что я хочу у вас именно лечиться, полечите меня, да, у хорошего врача, он будет к вам уже по-другому относиться. Это все-таки межличностные отношения есть. И плюс еще не забывайте, что можно и к целителям тоже. То есть надо смешивать и медицину, и традиционную, и нетрадиционную медицину тоже, да. То есть смотрите, от чего вам становится легче, да. Ну что, давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Загадайте болезнь и давайте посмотрим, от магии и колдовства ли ваша болезнь. Ну и поехали, девочки и мальчики тоже. Смотрим, от колдовства и магии ли ваша болезнь. Первая карта. Ну, я вам скажу, да, четверка пентаклей выпала, да. Это было давно, это было вот больше, чем 3 года тому назад. Это на вас кто-то делал что-то, но это больше, знаете, не порча какая-то. Давайте посмотрим, что это было. Паж жезлов. Паж Пентакли. Это была полуколдушка, скажем так, да. Это не ведьма была. Ведьмы вообще, они не наводят болезни. Только если обратки какие-то шпуляют, то, что, например, если кто-то наводил, да, там где-то аукнулось, то это одно. Это была не ведьма. Паж Пентаклей и Паж жезлов. Это, девочки, кто-то приходил к вам домой. Это тот, который сидел рядом с вами, сидела рядом с вами, приходила домой. Это может быть и мужчина, и женщина, но это точно, этот человек был у вас дома. Магичили на вас. Как это снять, если эта болезнь есть? 21 она сходит, потому что король жезлов, потому что вы сильнее этого, вы сильнее этой болезни, но этим надо заниматься. Вы победите, король кубков и король жезлов, то есть вы сильнее, ваше тело сильнее того, что на вас наводили. Вообще-то кто-то хотел, вот чтобы у вас вообще, как говорится, может быть, и не было, да? И поэтому колдовал, говорил вам привет, здравствуй, домой к вам заходил этот человек. Что сделать, чтобы это снять? Все. Снять, если оно еще мучает. Рыцарь кубков, император. Это вам поможет снять человек, который занимается лечением этого. Да. Это тот, который именно, знаете, узкий специалист, который этим занимается. Вы к нему еще не дошли. Четверка мечей говорит о том, что вы еще не дошли до этого человека. Это человек-женщина. Скорее всего, она даже немножко полненькая, она такая живенькая, влюбленная. Она очень обрадуется тому, что вы придете, потому что это для нее тоже будет как избавление. Она будет радоваться того, что вы избавитесь от этого, да. Будет очень рада. Король мечей. Женщина вас вылечит. Колесо фортуны. А вот, кстати, тот, кто на вас наводил, этот человек все время по больницам скачет, да? То есть периодически, ну, минимум раз в год, то точно в какую-то больницу передрягу попадает. Вот обратите внимание, это человек тот, который вот как перекинуть на вас что-то хотел. Но вы сильнее этого. Вас, как говорится, задело по касательной на самом деле, да? И вам надо пойти к узкому специалисту, который занимается именно вашей болезнью. Это женщина, либо она такая, знаете, молодая,
или выглядит моложе своих лет, такой живчик, да, немножко склонна к полноте, либо даже полная, да, и вы скажите, что избавьте меня. И она вот даже своей энергетикой, своим видением, да, вас излечит от этой болезни и радоваться будет. И потом она скажет вам, все, нету этой болезни, нету этой болезни. 13-й старший аркан, она уйдет. А вот этот человек, который на вас это наводил, по больничным койкам скачет, и еще будет скакать, скакать, скакать. И я вам даже скажу, что нужно ли тут делать какие-то дополнительные ритуалы, но вы можете очищение, например, себе сделать, да, это вот переклады тут, в принципе, они не нужны, потому что вас оно не взяло все, да, а тот человек, он так по больницам скачет. Вот такой вот первый вариант. Ну что, второй давайте посмотрим. От колдовства и магии ли ваша эта болезнь, которую вы тут загадали? Нет, туз жезлов. Это, кстати, знаете, излечимое все. Это может даже и не совсем болезнь вы загадали, а именно вот у вас либо тело предрасположено к этому, да, либо это генетическая какая-то, то есть оно было и в роду у вас это, да, и просто вот оно качество такое. Это и 100% не от магии это заболевание, это просто вот оно есть. Это недуг, я бы даже сказала, не сколько болезнь, а именно такой вот недуг. Десятка пентаклей. Ну, вообще-то, по десятке пентаклей отшельник. Желательно, конечно, это убирать, этот недуг, да, и научиться, скажем так, вот не то, что жить с ним, да, а научиться вот подстроить, вот, если вам говорят не пить кофе, значит, не пить кофе. Если вам говорят не курить, да, значит, не курить. То есть тут вот и есть какая-то аскеза, есть какой-то отказ от чего-то для того, чтобы жить лучше. Возможно, например, допустим, у вас повышенный холестерин там, или еще что-нибудь, да. То есть вам надо от чего-то отказаться, привыкнуть к этой жизни, в отказе от чего-то, да, и вам будет тогда намного легче жить. Потому что вы как будто здесь вот тянете вот эту вот лейку, да, вот эту вот болезнь на себе. Не потому, что она вот прилипла к вам и вот вас глушит и душит и все остальное. Нет, это просто оно либо по генетике как-то передается у вас, да, и этим недугом уже страдали, но оно не от магии. То есть, или у вас просто организм вот такой вот, да, восприимчивый именно к этому. И вам тут картой говорят, десятка пентаклей и отшельник, говорят, откажись, войди в какую-то аскезу, тебе надо немножко жить по-другому, да, и, возможно, это не совсем удобно для тебя вот на данный момент, да, от каких-то лакомств и от чего-то такого отказаться для того, чтобы жить лучше. Либо, например, тут может быть алкоголизм. И от алкоголизма, да, надо просто отказаться полностью, да, и будет там плохо и все остальное, но когда ты привыкнешь к этому, да, потом эта болезнь исчезнет. Но оно не быстрое, сразу вам скажу, да, исчезает, только тут надо, конечно, перенастройку полную такую вот, скажем, такую сделать, взять какую-то аскезу. Давайте еще посмотрим, от колдовства, от магии ли твоя болезнь. Туз пентаклей, туз мечей выпал. Туз кубков выпал и солнце выпало. Нет, девочки, это не магия, но оно как-то вот в вас глубоко сидит вот это, да. Это даже вот не сколько болезнь, это вот сколько вот у вас предрасположенность организма такая. Если бы вы жили не так, как вы живете, немножко вот по-другому, да, отказывались от каких-то вредных там привычек, от вредной еды, там, я не знаю, место сменили, если там радиация где-нибудь фонит, да, тоже влияет. То есть если бы вы поменяли жизнь свою, да, это бы потом сошло на нет, и оно хочет сойти на нет, понимаете? Возьмете аскезу, выздоровеете, это надо не лениться, и не надо не бояться себя, надо не бояться отказа от чего-то, не бояться от перемен. Конечно, тут одни старшие арканы выпали, будет какая-то ломка, да, ломка будет. Но если вы выйдете с этого, если вы тут все-таки загадали, например, алкоголизм свой-чужой, да, то тут надо просто 3 кодировки минимум, одна за одной, да, когда аж вообще там морду трясет, скажем так, но оно подействует, это все пройдет, поняли? У вас выпало 4 туза. Это не магия, но это что-то такое глубоко сидящее, как особенность организма какая-то, да.
С этим надо научиться жить так, чтобы оно вам не мешало в отказе от чего-то, в непривычных каких-то условиях, все остальное. Вот, кстати, обратите внимание, если вы уезжаете куда-то, да, в какое-то новое место прибываете и все остальное, обратите внимание, как у вас работает организм. Может, работу надо сменить, да, режим дня какой-то поменять. Да тут все что угодно может быть, но это у вас особенность организма. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант. Смотрим, от магии или колдовства болезнь ваша. От плохих разговоров, от токсика, от какой-то грязи, которая на вас выливается. Это, девочки, не совсем магия, это токсики, гады, нарциссы, уроды, которые вас где-то окружают, да, и из-за вот этого ваша вот эта вот болезнь. Вот кто-то слезы льет, да, в болезни. Ну, например, если на кого-то кто-то нападает, плохо относится, да, вот это щимят кого-то, то человек, кто-то нервная система, у кого-то диатез какой-то, да, дерматоз, кератоз, у кого что, короче, да. Но ваша вот эта болезнь, которую вы здесь загадали, только от того, что у вас нечищенное пространство вокруг вас. И это нечищенное пространство из людей, понимаете, королева мечей. Что это? Кто вас жрет? Это вампиризм какой-то. Вас жрет какая-то тварь, от которой вы не избавляетесь. Она к вам привязана. Она может повешена еще выпал. Десятка пентаклей. Девочки, кого вы притянули? Кто возле вас? Кто вот эта тварина, которая вас жрет? А тут действительно тварь. А других слов нормальных не нахожу здесь. Это кто-то, кто висит на вашей шее. Может, это вонючий альфонс, вонючий алкаш, вонючий, там, я не знаю, психбольной, шизофреник какой-то, да. Ну вот тот, кто подпитывается, он знает, что он вами питается, понимаете? И вы просто это вот животворящее существо для того, чтобы у вас есть ваши жизненные силы, кушает кто-то возле вас. Что вам надо делать для того, чтобы вам ничего не болело, чтобы вы почувствовали себя лучше? Вам надо убрать всех вампиров с вашей жизни. Все, кто просит у вас деньги, всех, кого вы обеспечиваете, вы чувствуете, что вы от этого болеете, да? То есть, вот, например, вам жалко кому-то что-то давать. Вот не давайте, понимаете? Ни куска хлеба, ничего. Если вам жалко, и вы чувствуете, что от этого вы счастливы не становитесь, понимаете? Это кто-то может жить прямо с вами рядом, да? Это может быть муж-алкаш. Какого хрена вы его тянете, да? Это может быть еще какие-то такие вот, если вокруг вас хреновые соседи. Я, например, девочки, у меня, кстати, была соседка такая, полное говно. И, короче, знаете как, она все, вот зависть, ее просто, ну, душила какая-то зависть ко всему. И что вы думаете, короче, решила она мне вякнуть, чтобы я там уехала, да. Ну все, короче, вынесли вперед ногами того, кого это вот. А потом она все никак не могла очиститься, да. А потому что зла не надо другим желать. Я про что, да? Пересмотрите свое окружение, полностью пересмотрите, потому что кто-то на вас, как говорится, подсел. На вас какой-то подсел. Вот и все. И это не лярва на вас, понимаете? Нет, это именно вот живой человек какой-то, который вас ест. А своих подруг посмотрите. Потому что вам может быть где-то удобно пользоваться даже какими-то услугами каких-то подруг и все остальное, да? Это, девочки, знаете, в чем еще может проявляться? То есть у вас на теле что-то может расти. Мозоль какая-то все время, которая не выводится, тоже обратите внимание, да? Там язык сохнет, губы сохнут, может такое быть тоже. Короче, тут много всего такого может быть. Зрение могло у вас упасть. Обратите внимание, растут ли у вас в том жилище, где вы живете, растения. Обратите внимание на свой денежный канал, ну и не только на здоровье, тут на все. То есть вам надо поудалять людей. Вот реально, не бойтесь, почистите, съедьте куда-то, в конце концов. Как мне говорят некоторые, да, а куда я могла там, типа, съехать? Да куда угодно. Даже с 2 детьми, вот, женщина не могла, типа, никуда уйти. А она не искала, она не хотела уходить.
Потому что вот кто ищет, кто клич дает, что вот я хочу уйти, я хочу съехать и все остальное, тот и уезжает, тот и съезжает куда-то. Можно комнату снять, можно койку, угол снять тоже, да. Можно поехать пожить к своим родственникам или к друзьям каким-то там на месяц, на два. Вот чтобы перестройка вот этого, чтобы посмотреть, кто есть кто на самом деле, да. Потому что тут действительно вот это вампиризм. Это не крадник, а именно вампир. Всех токсиков нахуй со своей жизни, нахрен убираете. Вот и все. Убираете этих своих всех токсиков. Потому что и еще это сплетницы могут быть, которые о вас где-то говорят, да, и все остальное. Не бойтесь, закройте всем рты. Это вот вампирит вас, понимаете? Вот это уже, знаете, мне, например, как я занимаюсь черной магией, мне надоело уже вот этим заниматься. Вот и все, котики мои. У меня аж, знаете, злоба такая пошла. А как это еще убрать в вашем случае? Это 100% надо убирать. А знаете же, в чем еще вам мешают? В деньгах. Тройка мечей здесь выпала, да? С десяточкой. А оказывается, вот у вас денежки. Вот кто у вас подгребает к денежке еще, да? Кто-то завидует деньгам, не хочет, чтобы вы зарабатывали. Королева кубков красоте вашей завидуют, силе вашей завидуют. Это, блин, это... Если вы женщина, это женщина. Если это вы мужчину здесь загадывали, значит, это мужчина одного пола. Как перекрыть вампира? Очень легко. Тут даже магии никакой не надо. И посылаете на 3 буквы. На 3 буквы лесом посылаете, да? Вот и все. А еще можно, если вам говорят плохие слова, говорить, что твоя речь тебе же в плечи. Да? Это тоже очень хорошо работает, и от этого вампиры очень сильно бесятся. Вот такой вот, мои дорогие. Лучше чистки себе делать. Но чистки эти будут не заканчиваться, потому что когда вампир рядом, работу все время надо обновлять, обновлять и обновлять. Понимаете, это будет временно какое-то облегчение. А так вам надо просто почистить людей, которые находятся вокруг вас. Вокруг вас должны быть просто любящие люди и не хотящие от вас ничего. И давайте посмотрим 4-й вариант. От магии и колдовства ли твоя болезнь? Нет, это не от магии и не от колдовства. 7 кубков выпала. Это случайная штука. Она проходящая. Это похоже, знаешь, на бронхи легкие, астму. Ну, что-то такое вот похоже. Ничего страшного, в принципе. Даже если это что-то другое тут загадала, кожную болезнь, ну, это все ситуативно проходящее, только, знаешь, надо, как говорится, живее всех живых быть. Влюбленные выпали. Конечно, у тебя это все пройдет. Пройдет это, закончится. Да, не твоя эта болезнь. Туз мечей. Просто тебя это, конечно, пугает, Луна. Ты от этого начинаешь, вот, кстати, волноваться, плохо соображать, переживать и все остальное. Но это надо лечить, за своим здоровьем надо смотреть, не бояться тратить денежки на свое здоровье, отказаться от каких-то вредных своих привычек, да. Маг, заниматься маг и нулевой старший аркан. Дурака выбрал. Можно, кстати, вот даже попробовать перекладывать эту болезнь, либо, например, вот это вот спрашивать, кто может меня излечить, да? И вот есть такие люди, которые тебя действительно могут излечить. Мужчины. Мужчины могут излечить. Эндокринологи могут излечить, кстати, твою вот эту болезнь, да? Так что, но это вот, но денежку, конечно, где-то потратить надо будет, но мужчина уносят твои вот эти вот болезни, лавки, которые здесь ты загадала. Поэтому здесь проходящее, да, но вот надо обращать внимание и лечить. Просто лечить, оно проходит. Вот такой вот был у нас небольшой расклад. Любимые мои, выздоравливайте, не болейте. Все будет хорошо. Никогда не надо сдаваться. Никогда. Я не сдаюсь. И ты, моя сестра, не сдавайся. Все, котики, пока-пока.